Недавнее открытие, сделанное с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб и возглавляемое исследователями из Чикагского университета, бросает вызов устоявшимся представлениям о планетах за пределами Солнечной системы. Объект получил обозначение PSR 232-265bc. По массе он близок к Юпитеру, однако его окружение и поверхность сталкивают привычные границы классификаций. Планета в астрономическом смысле, но гравитационно и энергетически подверженная воздействию пульсара, крайне необычный компаньон в космосе. Важнейшая часть наблюдений, как подчеркивают ученые, это то, что спектр планеты в потоке излучения ее светимого хозяина практически не искажен светом самой звезды. Это позволило получить чистый спектр атмосферы, что редко удается для экзопланетных систем. Странное соседство планеты и пульсара — это именно тот сценарий, который в обычной астрофизике встречается редко. Пульсар PSR 232-265 вращается на очень близком расстоянии от планеты, всего 1,61 миллиона километров. Такая близость означает экстремальные внешние условия. Интенсивное излучение и сильная гравитация деформируют планету, заставляя ее принимать вытянутую форму, напоминающую лимон. В лабораториях и моделях экзопланет подобного соседства обычно не встречаются, и потому любой новый набор данных становится ценным ключом к пониманию физики взаимодействий между пульсарами и их спутниками. По словам Майкла Джана из Чикагского университета, руководителя исследования, планета обращается вокруг совершенно необычной звезды, размер которой сравним с городом, хотя масса равна массе Солнца. Это подчеркнуто контрастное сочетание огромной массы и относительно малого размера звезды, квазиредкий профиль, который заставляет пересматривать принципы формирования и эволюции планет в таких системах. Одной из ключевых модульных особенностей PSR G222-26b стало происхождение и состав атмосферы. Вместо привычных водяного пара и метана ученые обнаружили доминирование гелия и молекулярного углерода. Аналитики Джеймс Уэбб зафиксировали присутствие молекул CEC3, а также облако, напоминающее сажу. Это указывает на необычайно сильные химические и физические процессы под давлением и облучением, действующим со стороны пульсара, а также на уникальные условия в атмосфере, которые ранее не встречались в планетарных системах. Это новый тип атмосферы, подобного которому никто раньше не видел, пояснил Майкл Джан. Когда мы получили спектральные данные, наша первая реакция была: что это за объект? Эти слова отражают не только удивление ученых, но и потенциал новой парадигмы в астрофизике экзопланет, когда условия становятся столь экстремальными, что стандартные химические каталоги перестают работать. Углерод в планете под огромным давлением может конденсироваться в кристаллы, возможно, даже в алмазы. Эта гипотеза предвосхищает одну из самых экстравагантных возможностей в планетарной науке — смену состояния углерода под воздействием давления в глубинах планеты до стадии кристаллизации и, возможно, образование драгоценных кристаллов на поверхности. Гипотеза требует подробной проверки и моделирования, но уже сейчас она добавляет линий к портрету этого экзопланетного тела как к совершенно новой категории объектов. Из особенностей самой системы следует, что пульсар практически незаметен в инфракрасном диапазоне, где JWST наиболее чувствителен. Это создает редкую возможность наблюдать планету без шума, порождаемого светом звезды,
Астрономы смогли получить чистый спектр атмосферы планеты, что является редким достижением для экзопланетных систем, особенно вокруг ярких и мощных источников радиации, как пульсары. По словам аспирантки Стэнфордского университета Майи Белизнай, это позволило впервые с высокой точностью измерить состав атмосферы, не затуманивая данные светом звезды. «Мы получили чистый спектр, что крайне редко для планетарных систем», отмечает Белизнай. Этот фактор позволяет не только определить присутствие тех или иных молекул, но и оценить относительные изобилия гигантского состава планеты, а также динамику атмосферы под воздействием пульсара. Вопрос, который встает перед учеными на фоне такого открытия. Как могла возникнуть планета с такой необычной атмосферой и каковы ее предпосылки формирования? По данным, приведенным в пересказе, ни одна из известных моделей формирования планет не объясняет столь экстремальное обогащение углеродом и гелием. Сложно представить, как такой состав мог возникнуть естественным образом. Это исключает привычные сценарии формирования планет, говорит Джан. Некоторые гипотезы предполагают, что планета могла образоваться в необычных условиях после взрыва сверхновой или в рамках второго поколения планет, образовавшихся из диска отдачи или возврата материала к системе. Но указанные в пересказе детали звучат как устремленная к эксперименту попытка понять физику процессов, при которых углерод и гелий могли всплыть на поверхность и затем смешаться в атмосфере с параллельной необходимостью подавления попадания кислорода и азота, процессов, которые в обычной земной или гигантской планетарной химии не встречаются в таких условиях. Кристаллы углерода всплывают на поверхность и смешиваются с гелием, но затем должен происходить процесс, препятствующий попаданию кислорода и азота, рассуждает Роджер Романи из Стэнфордского университета. Эта концепция остается спорной и требует дальнейших наблюдений и теоретического осмысления. На данный момент ученые подчеркивают, что уникальность этой планеты делает ее непредсказуемой и требует создания новых моделей химического состава атмосферы для объектов подобного класса. Вторичное формирование. Планета могла образоваться из космического диска, создававшегося после взрыва сверхновой и отбрасывавшего материал к системе. В этом случае состав мог быть смещен в пользу углерода и гелия, если кислород и азот были ограничены в доступности к атмосфере поверхности. Перекристаллизация углерода. В глубинах планеты углерод может находиться под давлением, достаточным для перехода в кристаллическое состояние, возможно, даже в алмаз. Этот процесс мог быть связан с телями гравитационного и радиационного нагрева вблизи пульсара и способствовать образованию твердых включений в составе атмосферы. Химическое разделение. Сильные потоки частиц и высокоэнергетические частицы, исходящие от пульсара, могут вызывать устойчивую химическую эмуляцию, отделение элементов и выделение углерода и гелия в верхних слоях атмосферы, что создает уникальную химическую кухню планеты. Взаимодействие с пульсарной лупой и приливные эффекты. Близость к пульсару означает значительные приливные силы и энергозатраты, которые влияют на геохимию и динамику атмосферы. Эти факторы могут способствовать непривычной циркуляции газов и образованию слоев, насыщенных углеродными молекулами. Уникальные свойства PSR G2-322-26150b поставили перед учеными вопрос о границах между понятиями «планета» и «звезда» в экстремальных условиях. Эти границы уже давно подвергались обсуждению в теоретической астрономии, но данное открытие демонстрирует, что в некоторых случаях объекты могут занимать переходную зону между классическими определениями.
Экзолента, сочетающая массу планеты с атмосферной химией и условиями, напоминающими звезду, заставляет ученых пересмотреть, какими параметрами в будущем будут отличаться планеты от звезд в подобных системах. Публикование исследования в Astrophysical Journal Letters подчеркивает научную значимость открытия. Возможность детального спектрального анализа атмосферы позволяет не только прочитать химическую идентичность планеты, но и поставить вопросы о том, какие процессы доминируют в экстремальных космических условиях. Переосмысление классификационных критериев и расширение базы данных об экзопланетах под влиянием такой системы станут намеренно важной областью исследований. Майкл Чан, Чикагский университет. Планета обращается вокруг совершенно необычной звезды, размер которой сравним с городом, хотя масса равна массе Солнца. Это цитата, которая подчеркивает контраст между гравитационной массой и физическим размером звезды-пульсара и указывает на аномальные условия, формирующие планету. Майя Белизнай, Стэнфордский университет. Мы получили чистый спектр, что крайне редко для планетарных систем, объясняет она. По ее словам, чистый спектр позволил впервые с высокой точностью измерить состав атмосферы планеты, не затуманивая данные светом звезды. Это значимое технологическое достижение, которое открывает двери к детализированным анализам атмосферных компонентов в условиях сильного радиационного облучения. Роджер Романи, Стэнфордский университет. Сложно представить, как такой состав мог возникнуть естественным образом. Это исключает привычные сценарии формирования планет. Его замечание подчеркивает, что для объяснения необычного химического профиля необходимы новые теоретические подходы или альтернативные сценарии происхождения планеты. Питер Гао. Лаборатория изучения Земли и планет Карнеги. Уэбб дает нам инструмент для наблюдений, которые раньше были недостижимы. Подчеркивает он роль JWST в расширении горизонтов изучения экзопланет и пульсарных систем. Это заявление отражает общий взгляд научного сообщества на перспективы JWST для исследований в области экзопланет. Дальнейшие обследования этой системы обещают помочь ответить на множество вопросов. Какими дополнительными молекулами богата атмосфера PSR G2322-2650b? Включат ли будущие спектры следы кислорода, азота или других элементов, что поможет уточнить модели химии под воздействием пульсара? Как энергия и частичные потоки пульсара влияют на динамику атмосферы и на возможные геологические процессы внутри планеты? Возможно, что приливные эффекты приводят к локальным жарким зонам и уникальной циркуляции газов. Какие условия формирования могут дать такой состав? Возможно, потребуется пересмотр существующих сценариев формирования планет в дисках вокруг пульсаров, а также поиск аналогичных систем в будущем. Как данные этого объекта повлияют на поиск и идентификацию экзопланет в экстремальных условиях? Возможно, появятся новые критерии распознавания переходных объектов между планетами и секторами звезд. PSR G2322-26150b представляет собой уникальный объект, планету массой, сопоставимой с Юпитером, чье существование и атмосфера дико отличаются от привычных планетарных миров, и чей сосед, пульсар, создает условия, которые ранее представлялись невозможными для планетарной эволюции. Благодаря чистому спектру атмосферы, полученному с JJST, ученые смогли зафиксировать необычный набор элементов и молекул, включая гелий, углерод в виде С2 и С3 и следы некой смеси углерода в атмосфере, потенциально приводящий к образованию кристаллических форм углерода на поверхности. Это открытие подталкивает астрономов к переосмыслению границ между планетой и звездой и ставит перед теоретиками новые вызовы, связанные с химией и эволюцией планет
в условиях мощного радиационного облучения и сильной гравитации. Оно демонстрирует силу JWST как инструмента, открывающего ранее недоступные режимы наблюдений и позволяющего исследовать экзотические миры, существование которых Вселенной пока что не ожидали. Мы только начинаем разгадывать тайну этой планеты. ПСР 232-265b показывает, что космос полон сюрпризов, и новые телескопы открывают двери к объектам, о существовании которых мы даже не подозревали, резюмирует Майкл Джан.